Почему Дубай вообще? Вот ты из Узбекистана полетел 20 лет назад, 19 в Дубай. Почему? Это была американская мечта, по сути. Как сюда вообще переехать, как устроиться, куда. А вы делаете какие-то крутые штуки, когда, допустим, например, я хочу полететь в Дубай и за какую-то сумму пожить как шейх. Правильный формат, я понимаю? Да. По сути, все хобби, которые я люблю, я вот внедрил в этот проект. То есть все смогут позволить себе это на 2 дня? Можно жить в Дубае дорого, можно жить в Дубае дешево. Здесь даже нельзя алкашом стать, потому что это дорого, понимаешь? Это центр мира. Если посмотреть на карте, прям вот Логистически очень удачно. логистический хаб между Африкой, Китаем, Европой, Индией. То есть прям идеальная локация, откуда можно в любую страну улететь, и это будет даже дешевле. Друзья, всем привет, новый выпуск на канале. И сегодня мы снимаем про жизнь в Дубае, как сюда переехать, сколько это стоит, чем здесь заниматься и как вообще здесь жить. В гостях у нас Ахрор, он живет в Дубае уже 20 лет и знает все про Дубай. Привет. Привет, дорогой. Расскажи про себя, чем занимаешься, когда ты переехал, свою небольшую историю. Я приехал из Ташкента 19 лет назад. У меня было $100 в кармане. Я начинал барменом, потом продавал одежду, потом продавал недвижимость. И в 2008 году все это закончилось из-за кризиса. После чего я перешел в туризм. С 2008 года я в туризме и прошел такой путь. Очень много туристов, друзей приезжало, спрашивало, как сюда вообще переехать, как устроиться, куда. И вот через этот опыт мы открыли консьерж-службу, которая закрывает все, по сути, вопросы бытовые. Делаем ивенты крупные. Первые выезды клуба 500, Ташкиев, Осипов, Гительман приезжал. Я видел ваш видос, прикольно получилось, там 30 с чем-то миллионов просмотров набрало, да? Да. В общем, очень такой большой опыт за плечами. Я был человеком, который, по сути, был таким, я не называю себя русским, но русскоговорящим парнем в Дубае, который может ответить на многие вопросы. Если резюмировать, у меня на сегодняшний день есть 2 бизнеса. Один Sheikh's Life, который занимается, по сути, консьерж, лайфстайл менеджмент, туризм, ивенты. Да? Это одна компания, вторая компания Revok. BayZ – это релокация бизнеса, открытие компании, получение ВНЖ, помогаем легализовать, привести деньги. То есть полный цикл релокации, полноценный, из одного в другое. Потому что вторая компания как раз-таки помогает решить бытовые вопросы. То есть, вот, по сути, такой человек, который Свой человек в Дубае. И помогает, да. Кайф. Смотри, еще я знаю про твой проект Sheikh's Life. Это там не просто туризм, а вы делаете какие-то крутые штуки, когда, допустим, например, я хочу полететь в Дубай и за какую-то сумму пожить как шейх. Правильный формат, я понимаю? Да. А что туда входит? Что там, я полетаю, там меня на крутой тачке встретят, там на вертолете полетаю. Можешь в 2 словах рассказать? Есть 2 формата. Первый формат, когда мы согласовываем все моменты, и ты знаешь, что ты хочешь. Второй формат, когда ты говоришь, я не знаю, или тебе дарят подарок, и ты погружаешься в жизнь шейха. То есть это, по сути, максимально активный отдых, и за 2 дня можно прожить то, что люди обычно проживают за неделю, а кто и месяц. То есть очень такой активно насыщенный отдых. Самые лучшие места, которые я собирал по бусинке, да, за много лет. И, по сути, все хобби, которые я люблю, я вот внедрил в этот проект. То есть это активный отдых в таком лакшери стайл, да? Да. Все смогут позволить себе это на 2 дня? Либо это супер дорого? Это не супер дорого, на самом деле, там, от $2000 в день на человека. Это нормально, если такой подарок скинуться, подарить кому-то, то будет кайфово. Теперь мы понимаем, кто ты, чем занимаешься. Почему Дубай вообще? Вот ты из Узбекистана полетел 20 лет назад, 19 в Дубай. Почему? Мне показали фильм про Бурдж-Аль-Араб. По сути, это был 7-звездочный отель, самый крутой в мире. И Дубай на тот момент заявил, что самое лучшее вообще место в мире. И вот это видение, которое я увидел, за несколько минут видео, я такой, вау,
Типа, неужели такое может быть? И я как раз-таки проходил собеседование в этот отель. Но так как мне было 18, я прошел все стадии. Мне пожал руку сам F&B-директор и говорит, типа, welcome, все хорошо. А потом они написали письмо, когда я уже всех послал нахер, уволился, все, был готов, уже все на чемоданах. Мне говорят, типа, тебе 19 или 18 на тот момент. Будет 21, прилетай. Потому что с 21 можно с алкоголем работать. Я не знаю, как они этот момент упустили, но как только мне предложили полететь в Дубай, следующая уже другая там компания, как раз открывался ресторан «Самарканд». Очень был крутой ресторан, сейчас его уже нету, но я всегда вспоминаю очень теплый его. Это был первый русский, русско-узбекский, назовем, ресторан. Это в старом городе сейчас, если поедете туда, будете плеваться, но в целом на тот момент раньше туда приезжали, Бентли был топчик вообще. И меня когда приглашали на работу, я говорю, окей, я готов. Они такие, в смысле? В чем подвох? Типа, почему у нас до того, как люди, ну представляешь, Дубай 20 лет назад. Типа, где? Еще не было кто? Всего. Да, и люди настолько относились, типа, что думали, что здесь руки рубят. Ну, знаешь, там, типа, очень, страна, да, очень все жестко, типа. И задавали люди для того, чтобы релацироваться, задавали 1000 вопросов. А где я буду жить? А с кем? А на чем я буду ездить? А как? А вообще, как? Можете мне показать? Миграционная политика очень была жесткая, да? Сильно переживали. А я такой, типа, чувак, который, окей, типа, даже зарплату не спросишь. Я говорю, я готов сам заплатить, лишь бы туда попасть. Да? Хочу, да. Это была американская мечта, по сути. И вера вот в Дубае была изначально максимально. Вот. Ну и, в принципе, все получилось. Теперь ты занимаешься своим бизнесом. У тебя и финансовый, и туристический бизнес, юридический. Это очень прикольно. Что делать сейчас с ребятам, которые хотят переехать? Насколько я знаю, можно 90 дней прожить, а дальше что? Вот я, на самом деле, дальше не знаю миграционной политики вообще ничего. Супер вопрос. И вообще сегодня давай посвятим его, не будем делать это какое-то коммерческое видео, мы прям максимально погрузимся во все темы самых главных сфер жизни. И начнем мы с виз. Визы. Первый приезд, правильно ты говоришь, для граждан РФ до 90 дней. Сейчас уже сокращается срок до 2 месяцев. По сути, если вы не из РФ, но с других стран СНГ, некоторые страны требуют визы. Визы открываются, мы можем в этом вопросе помочь, просто, ну, это не реклама. Ну, телегу твою оставим просто. Да, окей, то есть мы можем, открываем визы, человек прилетает как турист, первые 2 месяца. Через 2 месяца нужно визу менять. Вот сейчас 90-80% людей, которые живут, у кого есть деньги переехать, открыть компанию или купить просто даже визу, это вот уже такой более next level, да, там следующий уровень, когда у человека есть хоть какие-то деньги, есть бюджет и на переезд. Но многие люди живут здесь на турвизах, у них нету, по сути, уверенности, они в поиске работы, либо какая-то непонятная ситуация, сейчас бы как-то перекантоваться. И, по сути, вот эта вот виза, это такой выход, недорогой. Там, условно, $500 поменять визу каждые 2 месяца. И бесконечно это можно делать? Бесконечно можно делать. Бесконечно можно делать. Короче, $250 в месяц себестоимость. По сути, за визу ты платишь и все. Окей, с визами понятно, ну там типа это визарана, скорее всего, ты будешь выезжать куда-то, плюс платить. Вот такая история. Ну, как обычно, русские в Таиланде жили всегда, что там продлевал раз в 3 месяца, вылетал потом. Но это немножко геморно. Здесь, я знаю, можно куда-то в Оман выехать, что-то такое. Да. Но это туристическая история, это не то. Карточки тебе по туристической визе, скорее всего, не откроют банковские, ничего ты максимум, да, есть там одна карточка, но это не полноценная карточка, это, по сути, деньги туда ставишь на депозит и просто ими пользуешься. Ну, такое, да. Такое, да. Но следующий уровень, то есть вот условно прожиточный вот этот вот минимум $250 в месяц, как ты правильно заметил. Далее, следующий этап, там нормальные визы, есть серые визы, которые я не рекомендую, да, типа устраиваться, да, куда там на работу, это все. Следующий сразу нормальный официальный уровень. Мы сидели очень долго, вот у меня мой партнер, он в экономическом департаменте, именно основатель вот D&D Cafe, если знаешь, крупнейшая такая, это как мои документы, госуслуги в России. И вот чувак, мы с ним сидим, я говорю, давай что-то сделаем нормальное, потому что на рынке овер до хера всяких таких вот штук, которые, ну, какие-то серые, короче. Давай сделаем нормальную историю. Нормально, хорошо, да. Да, и мы придумали. Это будет стоить дороже, чем, например, $5000, как за визу серую. Это будет стоить там $8000, но это будет нормальная виза, на которой можно жить. Это рабочая либо партнерская виза? Партнерская. Что такое партнерская виза? Это когда ты
условно являешься партнером в компании, но мы сделали юридически все так, что ты не сможешь намутить никаких дел в этой компании. То есть, по сути, у тебя статусная виза, ты инвестор, но не имеешь права открыть корпсчет. Если у тебя есть следующий левел, если ты готов вложить больше, тогда ты, либо у тебя есть друг, тогда вы просто скидываетесь и открываете компанию. Это уже самый, там, можно сказать, один из дорогих уровней. Следующий уровень – покупать недвижку, получать через недвижку. Если недвижка стоит более там, 550 тысяч долларов, ты вообще можешь получить визу на 10 лет. Это На уже 10 лет. такой. А эта виза на сколько дается, партнер? Партнер-виза на 2 года дается. На 2 года. Окей, прикольно. Ну и Да. дальше ты можешь открыть компанию, если на одного получить инвесторскую, но это тоже дорого. Там 20, 30, 40 тысяч долларов. Не 20. 30-40. От 12 тысяч в среднем. То есть можно дешевле. Но чтобы она функционировала и там реальный бизнес, конечно, это стоит дороже, да? Ну, если мы говорим про полный цикл с банковским счетом, со всеми делами, средний там чек может быть 20 тысяч долларов. 20, да. Есть компании, которые, у них там супер требования, они там хотят продавать все, что можно продавать, и специфические юрисдикции и так далее, то это может стоить и намного больше. Но я думаю, ты сам... Да, я понимаю, да, там лицензии и прочее. По визам понятно, сколько стоит, мы еще выведем все стоимости на экран, чтобы это можно было резюмировать. Такой вопрос. Сколько стоит жить в Дубае, если ты не хочешь себе Ламборгини, если ты при этом не хочешь жить где-то далеко в песках, там, в одноэтажном домике? Нормальная жизнь, вот, допустим, папа, мама, ребенок. Вот в каком-нибудь неплохом районе, но не в лакшери, там где-то колесо, либо там, где пальма насыпана, вот тост. На семью ты имеешь в На виду? семью, да. Вот сколько в месяц нужно денег? Ну, я бы смотрел от 5 баксов. Вот 5 баксов. Это без квартиры. Не, это с квартирой, но будет район С. Район цен. Мы дальше с тобой поговорим про различные районы, про недвижку. То есть на 5-7 тысяч долларов в Дубае можно комфортно жить. Это не то, что ты будешь там, не сходишь в ресторан, там ребенок не пойдет в садик. Не, конечно, я примерно считаю все Всё вместе, да. 5-7 тысяч долларов комфортно, короче, Да. да? Какие основные затраты будут на что? Ну, квартира там 2-3 тысячи долларов, мы Да. примерно понимаем. Основной расход на квартиру, далее на детей, бешеные там. Бывает, что садик стоит $1000 в месяц. Но если мы говорим про хороший садик в Москве, вот у меня дочка летом, даже вот на Новый год летая, мы брали хороший британский садик, там тоже стоит $1000. В целом нормально, да, просто и мы привыкли сравнивать бесплатное что-то, образование, да, там, с британским. Тогда, да, есть разница. А так, в целом, мир очень сильно становится, знаешь, как бы одинаковый, да, как большой супермаркет. Скажи, а есть бесплатные школы-садики для детей? Здесь? Да. Нет. Нет. То есть здесь ничего бесплатного Ну, нет. может быть, для арабов и есть место. Для граждан, кто именно граждане, да? Окей. Ты знаешь, что я сейчас живу в Буэнос-Айресе, в Аргентине, и там очень круто все с общественным транспортом. Куча метро, автобусов, там есть какие-то где-то трамваи даже, какие-то специальные. Ну, то есть очень удобно, и все копейки стоит. Что с общественным транспортом в Дубае? Потому что мне показалось, что без машины здесь, ну, прям очень трудно. Либо такси, но оно не очень дешевое, но без тачки сложно. Как на самом деле? Если показалось, то не показалось. Здесь на самом деле большая проблема с транспортом. Типа в автобусе не проедешь, как-то все не знаешь, некомфортно, все как-то Пересадки криво, большие. непонятно вообще как. То есть автобус нет, метро да, но метро ходит конем. Вот так вот как-то, то есть там 2,5 ветки. Всего 2 пока ветки, что, да, пока что все очень. То есть они молодцы, они охватили основную дорогу, трассу, да, вот Шейх Зайд, и по ней, в принципе, передвигаться можно. Но если у тебя какая-то встреча где-нибудь там, то там нужно будет такси. Такси дорого. То есть минимальная посадка стоит тебе 5-10 долларов, а в нормальный там другой конец будет стоить тебе 30, если не 40. Да. Так что на такси не накатаешься. Если уж мы говорим про жилье, обязательно, друзья, берите машину в аренду. Если даже у вас, например, вы, ну там, хватает возможности, можно любую машину, с этим вообще вопросов нет. Здесь очень крутой сервис, даже сравнивая с соседним Катаром, там все намного хуже. Да, здесь есть на любой вкус и цвет. Но если мы говорим про самый дешевый вариант,
ну или нормальный вариант а-ля седан, там какой-нибудь там Корова, ну еще не Camry, но там типа китайцы сейчас есть, MG-шки всякие вот такие, знаете. Ну, такой эконом-класс. $600 и выше. То есть в месяц аренда. И это намного сохранит ваши деньги. Бензин здесь недорогой, он сопоставляется с водой. Вода стоит, получается, дороже, чем бензин. Прикольно. Вот. По сути, вот рекомендацион, если в Дубае обязательно снимайте машину в аренду, заправляйте ее дешевым бензином. Будет выгоднее, чем такси. Да, и будет 98-й, 95-й, это будет типа... Ну, давай поговорим теперь еще про недвижку. Да. Это очень хайповая тема. Давай, чтобы не рассказывать, я тебе все покажу. Пошли, я вот здесь недалеко живу, в соседнем Погнали, здании. посмотрим. И все обсудим, Давай. я все расскажу. Погнали. Ну, давай теперь поговорим про недвижку. Сколько стоит снять квартиру? Я слышу, здесь контракты годовые. В каких районах лучше снимать, в каких лучше не снимать? Вообще даже не цена. Вот мы сейчас в квартире на GBR. Что GBR? GBR – это Jumeirah Beach Residence. Это место, комьюнити, очень много русских. Ну вот, как это, можешь заметить, море в шаговой доступности. То есть здесь есть и море, и бассейны. Вот. Ну, я тебе уже все рассказал. Комфортный райончик прикольный. Комфортный райончик, есть все. Это не просто здание среди пустыни. То есть это целый город, 40 ресторанов, у тебя есть вся инфраструктура. Вот. И когда я сюда заехал несколько лет назад, я за эту квартиру платил $22 тысячи в аренду в год. Это получается около $2000 в месяц. Это было тогда. Сейчас мы плавно выросли, и эта же квартира стоит $33 тысячи в год. Соответственно, вырос на 50%. За 2 года. За 3 года где-то. За 3 года. Угу. Окей, давай возьмем по районам. Вот есть вот этот район, районов в Дубае очень много. Ну, их прям очень много. Какие бы ты порекомендовал пойти и снять там квартиру? Где круто? Ну, давай так, чтобы сейчас не засорять. Понимание очень простое. Я делю на 3 сегмента. A-локация – это топовые места. Например, что для меня есть топовое? Топовое – это Blue Waters. Сейчас все русские любят Blue Waters. Это Лос-Анджелес, да, называют его русский. Соответственно, GBR, Пальма и возьмем Даунтаун. Это все, что возле Бурдж-Халифы. Это считаются A-районы, самые топовые, самые хорошие. И, ну, цена-качество. Цена-качество, то есть это A-районы. Дальше мы берем B-районы. B-районы – это GLT, который находится очень близко, через дорогу. Я же как раз там в этот раз. Прикольное место, озера, башни красиво. Да. И там возьмем Бизнес-Бэй тот же. Я считаю, это B-район. Хороший район, есть хорошие виды, хорошие здания новые. Соответственно, ну так как город растет, потихонечку B-районы становятся тоже A. Вот. И туда идем в сторону пустыни. Дальше есть уровень C. Уровень C – это те районы, которые, ну, спальные, назовем их. Это вот эти Римрамы, там эконом самый сегмент – это International City, GVC, GVT, вот эти вот все районы, которые далеко. Туда, в пустыню. Сколько ехать отсюда до таких районов? GVC, GVT? Если без пробок, ну, минут 20-30. Ну, далековато. Далековато, да. Особенно бывают пробки, час пик. В целом просто выбор. Но Дубай разный. Можно жить в Дубае дорого, можно жить в Дубае дешево. А с каких начинается аренда в A-районах? Вот в крутых это лакшери районы, правильно получается, для таких состоятельных людей. Сколько минимально там будет стоить нормальная там, двушка в месяц? Лучше в месяц, чтобы наши зрители понимали. В месяц всегда идет дороже. Например, вот эта же квартира, которую я плачу в год, $33 тысячи, будет стоить $5 тысяч в месяц. Но если взять годовой контракт, но в пересчете на месяца, вот годовой контракт мы платим в какой-то A-зоне, какой-нибудь на Пальме, например, или где-то, да? Минимально сколько будет стоить, ну, такая хорошая двушка? Ну вот бери 40 тысяч, делим на 12. 40-50 тысяч. 50 тысяч, да? Ну, около там 4-500. B-район? B-район будет стоить, ну, на 1000 дешевле. 3500, да? Да. 3-500, вот так. 3-500, да. Ну и A-районы? A-районы, ты имеешь в виду C-районы? Да, точнее C-районы, да. Да. C-районы у нас идут от
20 баксов в год. Ну, $2000 в месяц, я думаю, примерно так. И это при оплате за год. Если платить помесячно, будет сильно дороже. Всегда. То есть, если стоит то, что стоит 33, как я сказал, если ты будешь брать помесячно, то ты заплатишь за эту же квартиру $60 000 примерно. Ну, где-то до 2x2 идет. Окей, тогда вопрос, что выгоднее арендовать здесь, либо купить? Вот, допустим, эта квартира, где мы сейчас снимаем, она стоит там, $33 000 в год аренды. Да. Сколько ее стоит купить в собственность? Такая квартира будет стоить $1600. $600 000, получается 20 лет примерно аренды. Да. Ну, плюс-минус такой же рейд, как в Москве, получается, ты будешь 20-30 лет. Примерно, да. Угу. Что вообще рекомендуешь, купить либо арендовать? Я бы, честно, купил, если есть свободные деньги. И я слышу, что здесь недвижка как-то так, что ты можешь купить в строящемся доме, заплатить 10, по-моему, процентов, и рассрочка будет на 2-3 года беспроцентная, ты можешь помесячно это гасить. Да, есть такие. Здесь просто надо всегда понимать, что для тебя важно. Важна рассрочка или важен крутой проект. Крутые проекты продаются прямо с лаунча. Хорошие, качественные проекты, за ними еще нужно поохотиться. То есть еще очередь будет стоять? Еще очередь будет стоять, еще люди будут готовы там вперед закинуть какой-то депозит и ждать что-то хорошее. Потому что, ну, давай честно, 90%, я бы сказал, людей, которые работают в недвижимости, они в первую очередь преследуют другие интересы. И не заинтересованы, чтобы ты там купил квартиру на всю жизнь. Есть люди в моем окружении, которые заинтересованы и отвечают за качество. Может быть разное, может быть, ну как, сейчас цены растут, цены могут падать, но в целом, если ты возьмешь хороший проект, он быстро вернется на круги своя. Если же это будет какая-то история плохая, то есть вероятность, что то, что ты купил, ты не отобьешь, ты потеряешь. Давай тогда поговорим про недвижку. Я открыл, прилетел сюда ФБ и другие соцсети, которые нам нельзя называть, иначе придется делать большие баннеры. Мы все поняли с такой фотокамеркой. И мне везде таргетированная реклама долбит: купи недвижимость в Дубае, купи недвижимость в Дубае, подберем тебе объект от 130 тысяч, кто-то от 250 тысяч. Какой-то дикий хайп недвижимости в Дубае. Как я понял, модель такая, что это флипперы. Флипперы, которые покупают, цена растет, объект дорожает, и они просто перепродают. Я слышал, что делают даже так, вносят 10%. Ты должен выплатить рассрочку до 25% минимально, чтобы мог продать свой контракт на этот строящийся дом. Например, ты купил квартиру за $200 000, 25% это $50 000. Вот когда ты $50 000 выплатил, ты можешь уже ее продать, но оценка может быть $300 000. И то есть вот так вот люди зарабатывают. Мне кажется, что это очень сильно похоже на какой-то пузырь недвижки, когда эти башни и кварталы строятся бесконечно. Ты покупаешь, не факт, что ты потом вообще это кому-то продашь. Потому что все хотят купить дешево и кому-то втолкнуть и перепродать. Так это или нет? Я это называю всполоснуть. Вот, соответственно, есть такая ситуация, есть такая история, однозначно. Но я думаю, что это есть везде. Но глобально, как я уже сказал, если ты берешь хороший проект, и ты его берешь для того, чтобы дальше в нем жить, то что бы ни произошло, ты его покупаешь для себя. Но если у тебя есть, условно, последний $1 миллион, и ты хочешь вложить в 10, и, ну, это примерно как со ставками можно сравнить с казино. Может произойти что-то, то, чего ты не планировал, и придется платить за все, а 10 миллионов у тебя может не быть. И здесь люди встревали. И в 2008 году я работал как раз-таки в недвижимости, и я через это проходил. Я знал людей, которым говоришь: купи вот эту квартиру, она хорошая. Он говорит: нет, я хочу 10. Разных, чтобы флипнуть. Чтобы флипнуть. И жадность, алчность, она как бы всегда так. В принципе же можно проанализировать район, планы его развития, чтобы сделать вывод, что здесь можно будет флипнуть, а вот здесь нет. Конечно, конечно можно. 100%. Какие топ-3 фактора, что эту квартиру можно будет перепродать, даже еще на этапе стройки, если объект не завершился? Окей. Первый фактор – это сам застройщик. Должен быть хороший застройщик. Желательно полугосударственный. Второе – это район. Район, в котором ты готов жить, тебе нравится. Третье, скорее всего, это комьюнити. Комьюнити, в котором
Это не просто там башня, как я сказал, да, среди пустыни, а это что-то, ну, какая-то инфраструктура, которая рядом, но имеет целый город. То есть это будет привлекать покупателей, которые будут, ну, следующими, после тебя хотите купить. То есть получается, что должен быть распиаренный район, комьюнити, туда должны прийти нормальные ритейлеры, нормальные рестораны. И тогда человек, который будет покупать вторичку, либо еще полувторичку, пока на этапе строительства, может у тебя выкупить этот контракт, правильно? Да. Если застройщик мутный, молодой, либо это реально башня в пустыне, и третье не обещает никакой инфраструктуры с крутыми брендами вокруг там ресторанов, то это шляпа всегда, да. Часто такое было. Тебе на картинках же всегда показывают, что там у тебя будет море и полуобнаженные, да, красавицы бегать. То есть здесь много все равно строится таких объектов, в которых ты в лучшем случае, если он построится, будешь сам жить и перепродать его хотя бы за те же деньги, за которые ты купил, не получится. Да, надо смотреть еще статистику. Смотреть на историю района, историю застройщиков, истории, ну, много факторов. То есть у меня есть прям ребята, я называю это просто экологичные ребята, которые делают свое дело, и им будет не стыдно завтра смотреть тебе в глаза через несколько лет. И вот с такими я имею дело. Окей, с другими нет. Кто-то из зрителей сможет к тебе обратиться, ты дашь контакты ребят. Не проблем. Где искать квартиру в аренду? У нас, ну, как в России, есть ЦИАН, там, не знаю, Авито. Здесь же есть тоже какой-то большой сайт. Да, конечно. Property Finder, Dubizzle – это а-ля Авито, который имеет в себе все возможные направления. Ну, такие яркие самые. Окей, тогда мы ссылочки в описании оставим. Смотри, мы с тобой поговорили про цены, ну, для многих это нереальные совершенно цены. $600 тысяч, $500 тысяч, там, 400. Что делать ребятам, которые хотят переехать в Дубай и, ну, снять доступное жилье, потому что не каждый может себе позволить $3500 за квартиру в хорошем районе, тем более инфраструктура будет не дешевая. После короны, ты знаешь, да, все вот эти модные слова, цифровые кочевники, все такое, да, то есть это такой некий тренд, и я сам 20 лет живу здесь, ты знаешь, и первые мои годы, там, я там приехал, у меня было $100 в кармане. Да. Не было, да, возможности каких-то там, типа, рассматривать себе жилье. Вот, соответственно, в какую сторону я смотрел? Здесь есть такая тема, как sharing accommodation. Sharing accommodation, либо co-living разные. Вот. Что это такое? То есть, по сути, это ты снимаешь какой-то уголок в квартире. Например, берется вот такая квартира, 2-3-комнатная, дробится на несколько комнат, и начинают ее сдавать. Кто-то сдает комнаты, кто-то сдает прям койку-место. Например, в комнате 2 человека. Чем больше человек в комнате, тем дешевле. И в целом для такого старта легкого это нормально. Можно найти даже нормальных ребят, нормальных соседей, русскоговорящих. И это такая будет точка, с чего человек начинает. Понятно, когда уже у него пошли дела, все хорошо, он готов привести семью, он уже потом смотрит какую-нибудь студию где-нибудь там или однобедрум там в районе Си, про который я тебе говорил. И это такой плавный переход. Я думаю, что это тоже может быть полезно твоим подписчикам. По-любому крутая штука. Сколько может стоить комната и где-то искать такие офферы вообще? Ну, койко-место, начнем с нее, от $200 в месяц. А чем больше, там типа $500, уже можно рассчитывать на комнату. Прикольно. Это, ну, как бы, я думаю, для многих подъемный вариант. А искать где такие вот коливинги, офферы по совместному проживанию? Куча всяких групп. Ищите sharing accommodation. Sharing accommodation Дубай и просто начинаешь списываться с компаниями. Придется проехать в 5-10 локаций, и там, где душа лежит. Я даже знаю, вот у меня консьержи, они живут вот здесь, на Марине, в соседних зданиях, ну вот по такому концепту. Ну что, прикольно, Марина и да, и типа у них вид бывает лучше, чем у меня. Хороший совет, лайфхак от Архора. Пользуйтесь. Знаешь, про что хочу спросить? Так как комьюнити русское, вообще, конечно, здесь большое, и в Дубай по некоторым причинам едет куча мошенников из камер. Ну, нагибателей, скажем так. Расскажи самые популярные схемы обмана русских, когда вот ребята приезжают, ну, русскоязычных, как обманывают, скамят, что самое популярное в топе сейчас? Самое популярное, когда что-то обещают нереальное и не исполняют. Например, раньше была такая ситуация с квартирами.
пока не регламентировалась история через земельный департамент, тогда одну квартиру можно было сдать 20 разным людям, и потом в итоге люди просто теряли деньги. Вот. Но это одно из таких, да, распространенных каких-то. Вообще надо всегда работать через знакомых, через того человека, кому ты доверяешь, кого ты знаешь. Ну или порекомендовал кто-то тебе из Да, друзей. Да, по рекомендации. И обязательно спросить, отвечает ли он за него, ну или знает ли он его. Работал ли по этой теме с ним? Ну, Работает. Какая-то, да, вот как в Москве. Возьми, зайди на Авито, купи что-нибудь. И тебе скриншот скинут, там, Да. оплаты, да, отправляя Авито доставку. Ну вот на чем скамят? Вот обмен валюты, мне кажется, какой-то вывод денег из России. Это, наверное, самая такая популярная вещь, на которой скамят. на этом тоже, да. Вообще скамят на всем, чем только можно. И здесь не важно, понимаешь, через что. Здесь важно просто, с кем ты имеешь дело. Это вот Дубай маленькая деревня, и по сути те, кто скамят, если спросить вот у людей, кто здесь давно живет, многих знаю. Например, с кем-то знаком, а с кем-то имею дела. Вот с кем имею дела, это некий фильтр, потому что время прошло, за много лет люди себя показывают так или иначе. Но я слышу, что еще практически невозможно доказать, что ты там кого-то заскамил. И, допустим, заскамил кого-то в России, ну, вот с камеры приехали какие-то там, не знаю, даже инфокурсы какие-то продавали, которые вообще там никакие были. Люди хотят вернуть деньги, он ехал в Дубай. В Дубае там нет экстрадиции такой вот. Ну, если там не уголовка, там не какое-то тяжкое преступление, то Дубай не отвечает практически на запросы. Скажет, вот вы там суд сделаете. Многие здесь прячутся, вот эти мутные чуваки. Как работает право здесь, в Дубае? Почему безопасно? Почему люди, теряя там свой телефон, его находят? Потому что как только происходит какой-то криминал кейс, например, ты приходишь в полицию, у тебя из носа кровь течет. Они включают мигалки, быстро реагируют на кражу, на побои, на всякие такие штуки. Но если ты приходишь и говоришь, я своими руками отдал 100 или 10 тысяч долларов какому-то человеку, начинается вот эта полемика, они говорят, все понятно, это не к нам, идите в суд. А суд, ну, это такая история. Долгая, непонятная. И маленькую сумму ты не пойдешь, да? За маленькую сумму не пойдешь. Никто не будет решать вопрос, если это не какой-то масштабный там, на уровне государства, там, Интерпола. Да, тогда могут взять экстрадицию, там, ну, или как минимум, если он в розыске, его задержать и как-то с ним что-то делать. Но если это мы говорим про какую-то там, мелкое хулиганство какое-то, вообще никто, конечно, не будет этим заниматься. Понятно. Ну, то есть, ну, как везде, получается, лучше работать через знакомых, когда кто-то какую-то операцию с кем-то делал, покупал квартиру, менял крипту, которая здесь в целом легально. Вот. Либо делал обмен валют, то есть лучше всегда по знакомым. 100%. Ну, как раз мы рассказывали про твой консьерж-сервис, и контакты твои тоже есть. Да, я могу помочь во всех вопросах. Если я сам лично этим не занимаюсь, я порекомендую надежных людей, за которых могу дать гарантию. Окей, супер. Поэтому, ребят, обращайтесь только к тем, кого вы знаете, иначе можно сильно попасться на какое-то дерьмо. Вот у меня друг недавно жил в Таиланде, ему знакомый чувак скинул какую-то криптобиржу, говорит, вот там можно поменять там денежку. Причем знакомый, там из офлайна, ну такой шапош. Он тогда $2000 завел, мне скидывает, говорит, что-то, говорит, у меня паспорт просит, не могу вывести. А я открываю, там даже меню кривое на этой криптобирже, я говорю, да не отзыв даже в индексе Гугла нет. Ну я говорю, чувак, ну тебя скоманули. То есть реально обращайтесь только к людям, которых вы как-то знаете, видели вживую, либо ваши друзья их видели вживую, потому что проходимцев очень много. Смотри, еще такая тема, что в Дубае супер безопасно, и здесь, например, если кто-то тебе даст пощечину на улице, или там в грудь даже ударит, на камеру попадет, ты можешь пойти в полицию, у человека будут серьезные проблемы вплоть до там, нескольких месяцев тюрьмы, насколько я знаю. Да даже не обязательно. Ты даже если просто показал факт кому-то, и по сути, если на тебя заявят, то этого будет достаточно, чтобы открыть кейс. Да? Да. Я слышал, было какое-то забавное дело, какой-то парень с девушкой ссорились, он ей отправил смайлик фака, и она заскринила, отнесла в полицию, у чувака начались проблемы. Вот такие штуки я видел. Ну да, здесь есть в любом случае очень много наших, очень много африканцев, разные национальности, бывают какие-то драки, но это, знаешь, не так, как вот было в 90-х, да, у нас. То есть убить, пырнуть там. Нет, убийство только на уровне, если это какая-то шишка. Так, вот просто какая-то ситуация, ну, никому это не нужно. Здесь настолько, ну, нет криминала.
Здесь даже нельзя алкашом стать. Потому что это дорого, понимаешь? То есть ты не видишь бомжей на улице, которые валяются. Ни разу. Я видел рабочие, там есть кто-то, да, то есть идешь, там рабочие могут на тротуаре сидеть, но видно, что ребята что-то строят. А так, чтобы кто-то на полу сидел либо лежал, такого вообще здесь ничего не видел никогда. Нет, потому что для того, чтобы купить алкоголь, у тебя должно быть разрешение от полиции. Да, и если ты получил Emirates ID, вот есть ВНЖ, то тебе нужно, по-моему, купить какую-то отдельную лицензию, чтобы тебе пиво в магазине продали. Иначе ты можешь только в ресторане за большие бабки пить. 100%. У тебя должна быть лицензия на алкоголь. Но это на самом деле прикольная штука, что алкоголь должен быть все-таки по лицензии доступен не каждому человеку. Тебе надо доказать, что ты действительно можешь культурно выпивать. Туристам, кстати, вот поправочка, что туристам можно. Туристам можно, да, но туристам ты можешь быть там недолго довольно. Смотри, раз мы начали говорить про безопасность, про законы, какие топ-3 вещи не стоит делать в Дубае, за что можно присесть, либо будут большие проблемы? Может быть, даже не очевидные. Глобально очень много людей в 2008 обманывали людей, то есть как это было? Например, они говорят, вот мы там условно продаем недвижимость, а-ля МММ, по картинкам там построили полздания, собрали кучу бабок за комьюнити и уехали. То есть вот по сути многие люди, я знаю, которые меняли Дубай навсегда взамен на деньги. Брали какой-то кредит, тогда еще можно было, работая продавцом, купить себе, например, в кредит новый Range Rover. Они даже никак не калибровали, типа, сколько у тебя денег? Сколько, да, соотношение, типа, все, хочешь, бери. Это сейчас уже стали 10-кратные зарплаты. То есть, в целом, понимать, что в этой стране, если ты мутишь, то у тебя могут быть проблемы. Если ты хочешь жить в этой стране, живи ровно, не обманывай. Здесь это можно. Здесь можно зарабатывать, да, и без всякого криминала. Те, кто заскамился, те, кто там какие-то делают вещи, я их очень много видел. Этих миллионеров, вот я встретил на днях чувака, который был просто мега богатый. И вот где он сейчас? В каком-то ВСИ-районе там сидит, гасится, и за ним все как бы ищут его, хотят найти. Но это не та жизнь. Даже если он скамнул на 10 миллионов долларов, они закончились, и что? Что ты будешь с этим делать? А какие-то неочевидные вещи, например. Да, я слышал, никому нельзя оскорблять, сказать, там, ты идиот или дурак. То есть за это можно присесть там тоже на 15 суток или что-то такое, около того. Что еще может, что вот русский человек приедет, не знаю, там, условно, нельзя там тапки с носками одевать, но что-нибудь такое, что здесь какие-то другие законы, которые, нам непонятны. То есть нельзя сказать, там, ты идиот. Понятно, даже любое оскорбление, могут быть проблемы. Что еще есть такое, что мы можем по незнанке сделать, и будут проблемы? Ну вот, если ты говоришь топ-3, да, первое, не обманывай, не укради, там, да, там, да. Не укради, не убей, по сути, там, заповеди все. Вот, далее, если идет история, там, вот, драк, про который я говорил, нельзя драться, нельзя агрессировать, да, и вообще в целом нужно проявлять уважение, все-таки это исламская страна, и здесь нельзя вести себя как в Европе. То есть нельзя там на пляже заниматься чем ты хочешь, чем это, там, дозволено в странах. И то не дозволено, да, там почему-то все думают. Да, просто у нас могут особо там не трогать, или там какие-то 15 суток административка, какая-то такая. 1000 рублей там, да, типа 1000 рублей и все, и пошел дальше. Или 5000 рублей. Здесь, да, здесь этого нельзя, категорически. То есть, если ты хочешь, я не знаю, там, уединиться с кем-то, возьми отель, иди к себе в квартиру, вопросов нету. Но никаких вот таких вот штук, общественных проявлений не должно быть. Общественной агрессии. И общественно непристойного поведения. И непристойное поведение. Но я знаю, что еще Дубай такой более, скажем так, свободный эмират по законам. Например, если с девушкой будете по улице за руку ее держать, это корректно здесь? Это без проблем. Это нормально. Но если будешь там ее как-то там лапать, то это кто-нибудь в полицию нравов позвонит и отъедешь куда-нибудь. Нет, не настолько. Дубай уже... То есть оно довольно такое свободное. Довольно. Сходи в ночной клуб и посмотри, какая бестия там происходит. То есть в тех местах, где дозволено, как бы... Да, вот у девочек вот просто вот этот лейкопластырь такой. Типа, и все вот голое. То есть это в Дубае. Но это в клубе, не на улице. Нет, вот соседние здания. Возьми вот начало Марины, все вот эти вот здания, которые там. Ты зайди просто в любое здание, ты удивишься, насколько все открыто. То есть Дубай довольно такой свободный. Свободный, но нельзя на улице, извини за выражение, чпокаться.
в море и делать вид, что ты ничего не делаешь. Понятно, ребята. Поэтому аккуратно со штучками всякими в море, иначе будут серьезные последствия. Знаешь, что? Вроде там есть такая штука, что везде, где изображен шейх, или там, или кто-то из королевской семьи, надо очень сильно уважительно к этому относиться. Вот этот вот, который был же инфо-цыган, Штора, который, он же дирхамы засунул себе между пальцев. Это же реальная история, что он реально присел за эту тему? У меня в моей страничке запрещенные, которые нельзя озвучивать. Да, как раз была ситуация, просто там мне пишет вот этот вот как раз таки. Я его называю Штора, у него пиджаки как будто из шторы сделаны. Да, вот этот миллионер успешный. Он мне пишет, типа, вот Sheikh's Life, вот этот твой бизнес, да, он говорит мне, типа, 30% доли мне будешь отстегивать. Это набрало такое просто резонанс. Мне люди написали, с которыми я там по 20 лет не общался. Ну и, короче, в итоге мне даже написали эти, каперы, ну, те, которые ставками занимаются. Чтобы вы понимали уровень, насколько он просто на дне, да, чувак, то есть они его ненавидят. То есть он для них просто конченый. Даже если он для каперов конченый, то дальше уже некуда точнее. И что, ну реально он засунул деньги между большим пальцем там ноги. Это снял видео, кто-то это пожаловался в полицию, и он за это в тюрьме сидит. Да. То есть еще посидит. Да, молодец. Если его карма настигла, он обманул кучу людей, но попался вот на этом. То есть везде, где изображен кто-то из королевской семьи, с этим надо тоже быть аккуратным. Деньги не принято раскидывать, особенно дирхамы. То есть я вот знаю, у меня есть друзья, блогеры, они вот начали потихонечку с долларами как-то там все это делать. Ну, вроде пока окей. Никого не трогают. Ну, вот дирхамы лучше... Лучше не трогать, да. Если вы решите, как Паша Дуров, кидать это с балкона, то кидать вы будете недолго, да? Так, не кидайте дирхамы с балкона. Окей? Давай, вообще, почему мы здесь? Это вид. У меня есть друг японец, мой сосед, он живет на 36-м этаже. И я говорю, я на тот момент взял эту квартиру за 22, я говорю, почем ты взял квартиру? Он говорит, за 40. Я говорю, ты лошара. Типа я взял за 22. Но потом я понял, за что. Когда вот салюты происходят каждый вечер. Каждый вечер салюты? Да, в 9 вечера салюты. Просто космические салюты. И я их не вижу. И это цена моей вот этой вот разницы, которую я сэкономил, $18 тысяч. А 36-й? Ну, там 360, там 360 вид такой обзорный. Там обзорник есть, да? Да. Ну, в любом случае, это считается хороший вид. Это partial sea view называется, как бы половина вида на море. Дешевле квартиры, которые в ту сторону смотрят на марину. Кому-то нравится марина больше, мне она не нравится, я люблю море. Кто-то любит небоскребы, стекло смотреть, нравится, вдохновляет бизнес, а кто-то любит ничего. Я вот смотрю туда и меня это... Я снимал видео про Аргентину, и там рассказывал, ну, вообще про релокацию, рассказывал, что мне лично важно, чтобы была какая-то большая вода около того места, где ты живешь, потому что, ну, не знаю, как-то круто, когда ты можешь посмотреть на море. Не обязательно sea-view, но ты должен, там, за 5 минут мог доехать, там, за 20 минут доехать до какой-то большой воды. Здесь, конечно, прикольно. Смотри, мы с тобой разговаривали про комьюнити, что в Дубае есть крутая инфраструктура у нормальных жилых комплексов. Расскажи, что такое комьюнити, потому что в Москве такого как бы нет. Комьюнити, по сути, это свой такой микрогород. Город в городе. То есть у тебя под боком, сейчас я прям тебе все покажу. То есть у тебя под боком и садик, и кафешка, и зал, и баскетбольные площадки, рестораны, кафе, все, что тебе надо. Все есть, да? Все есть под домом. Тебе не надо никуда ехать, никакого лишнего движника. Короче, ты живешь в Дубай-Марине вот в этой башне. Давай покажешь, что у вас здесь есть. Давай, я тебе покажу, с чего начинается мое утро. Кайф, давай. Кстати, ребята, снимаем мы сегодня здесь на iPhone и на петличке, которые на радио пишут другой телефон. Почему? Потому что в Дубае нельзя просто так снимать на профессиональные камеры, потому что везде стоят камеры наблюдения. Если ты выходишь с профессиональной камеры, то сразу подбегают охранники, говорят, дай разрешение на съемку, потому что это довольно-таки непростая тема. Сейчас мы снимаем в комьюнити, где Ахрор живет. И расскажи, что такое комьюнити, вот, и потом пройдемся, посмотрим, что тут типа все есть внутри. Да, касаемо разрешений, можно снимать, нужно заранее просто его делать. Касаемо комьюнити. Комьюнити — это город в городе. По сути, у тебя под боком есть все. У меня утро начинается с детского садика,
потом я иду в зал, после зала я иду играю в баскетбол, потом иду сажусь в кафешке, после того, как я выпил кофе, иду покупаю хлеб в супермаркете. Это все под домом, в Что, пешей пойдем доступности. Я тебе все покажу. Пошли. То есть, получается, как бы ты выходишь из дома, все есть. Это такой закрытый, тем более без машин, территория закрытая, чтобы дети могли спокойно играть. Потому что сейчас вот идем, там за операторами, за ребятами, детишки играют. И Да. ну, здесь как бы ребенок не выбежит на дорогу, потому что все это закрыто. Да, это все закрыто, это обособленная территория, и спокойно можно не переживать. То есть ты можешь оставить ребенка с няней или с Она бабушкой, здесь с дедушкой. посидит, и потом быстренько И- заведет домой, не надо куда-то ехать, такие детские площадки. Я там видел детские площадки большие, тоже сделаны прикольные. И тут у тебя детский садик, как я понимаю, да? Да. Вот, садик, утро начинается с садика, не с кофе. Заводишь ребенка в садик. Завожу, бывает даже там какие-то тусовки, и прям после тусовки прихожу, отвожу дочку в садик, и потом иду ложусь спать. В общем, Все, пойдем дальше, по этому Да. комьюнити пройдем. идем. Ну, чтобы ты понимал, насколько все близко, вот садик, а вот мой спортзал, куда я хожу. Ну тут метров 7, наверное, да. А вот, вон, вот эти вот зеленые решетки, вот, где кидают баскетбол. Видели мяч? Вон ребята играют в баскетбол. Там именно мы играем в баскетбол. Вот здесь мы пьем кофе, это Starbucks. Starbucks прямо в комьюнити. Да, если хотим пойти там в супермаркет, он прям за поворотом. Здесь 2 супермаркета. Кайф, ну, То пойдем есть пройдем. очень все близко. Вот здесь мы иногда приходим вот в эту кафешку на завтраки. То есть, по сути, Тебе не надо никуда выезжать в другой район, тратить какие-то время, бабки на то, чтобы добраться на такси, либо садиться в машину, ехать куда-то, там драйвить, да? вообще не надо. У меня бывает такое настроение, когда я вообще не хочу ездить за рулем, вообще не хочется, знаешь, вот этой вот истории куда-то. Такси ждать, трястись куда-то, да. Да даже за рулем, да. Просто я вот вышел. Ребята, Сел. поснимите, сколько детей и как бы как выглядят вот эти дворы комьюнити. Так прикольно. Что он стоят? Мама, нянечки, народ катается. И, ну, у меня тоже недавно родился ребенок, и прикольно, что если он сюда может выходить, там, с бабушкой, с мамой, это, ну, прикольная штука. У меня даже был момент, когда у меня дочка, мы ее купили новый самокат, и он такой быстрый оказался, что она так разогналась и куда-то за поворот. И ну, если бы это было бы где-нибудь в России, у меня бы, наверное, бы Сердце просто сердце бы остановилось, да. Но я такой, типа, так, она туда ушла, я, скорее всего, говорю там, няне, идите сюда, а я отсюда. И мы ее сразу, оп, Поймали, и остановили, да. То есть, ну, это безопасно, то есть ты не чувствуешь себя настолько вот, что Ну, там на стреме, что украдут. есть дороги, там, 100%. Ни дороги, Не украдут. никто не украдет. То есть в этом Это плане прикольно. все очень... знаешь, я вот сейчас живу в Буэнос-Айресе, в Аргентине, там есть некоторые траблы с безопасностью. Ага. Ну, как могут там кошелек у тебя там, вырвать там, или мобилу, когда ты стоишь там, клювом щелкаешь так вот на перекрестке. Здесь я знаю, как бы этого нет, но еще есть проблема в Аргентине, что у них что-то типа эмбарго, что нельзя завозить зарубежные товары. Ну как можно, пошлина 65% и выше будет. Вот, то есть Samsung сделал завод в Аргентине, они там, как бы делают мониторы, но LG ты не купишь. Вот здесь я за последнюю там неделю походил просто даже по райончику, я в JLT жил, Jumeirah Lake Towers, и там как бы есть и магазины, и все. И я поехал в торговый центр, я не знаю, там есть все бренды, которые когда я либо видел в жизни, от Samsung и прочего. Что здесь вот реально с потребительской историей? Практически все. Ты даже найдешь любой русский товар. Раньше это возил гречку килограммами сюда, знаешь, там всякие штуки. Сейчас заходишь в любой супермаркет, там есть прям русская секция, и узбекские продукты. Ну, даже можно вот заказать, у нас товарищ, у него доставка еды. Русские. Узбекские помидоры, да, узбекские Прям. помидоры, прям вот те, которые вот Блин, есть. Прикольно. И прикольно. они как бы очень вкусные. Мне раньше их привозили по праздникам, а сейчас можно прям, что хочешь вообще, найти здесь, заказать. Есть узбекские рестораны. В плане, вот Дубай, я вот был в соседнем Катаре, я не мог найти нормального кальяна. Я прям обожаю кальяны, и я нашел единственное одно место. Где не с дровяным углем, да? Ну, Да, где не вот это из фольги, вот эти, знаешь, да, с арбузом. с арбузом и курицей сверху. Да. В общем, Короче, все есть, все можешь заказать. Всё да, есть. доставки, там, национальная кухня, Всё. все. все, что хочешь. И мне раньше всегда казалось, вот в родном Узбекистане еда, да, там вот выбор, там типа еда вкусная, или в России. А сейчас у меня уже такое бывает, я приезжаю в Москву, и через несколько дней, блин, вот
той бы вот спайси бы еды бы поесть, или Которая той была в китайской, Дубае, да, в или комьюнити. то это вот индийская, или то пакистанская, афганская. Просто большой спектр, и то, чего раньше не хватало, оно все есть. Нам не хватало, по сути, фоновой жизни, не хватало театров, не хватало комьюнити. Сейчас все бизнес-сообщества здесь. Все рестораны именитые здесь. Все, что ты хочешь вообще, вот о чем ты только можешь подумать, это либо есть, либо ты можешь быть тем человеком, который привезет это и сделает эту возможность. То есть у любого предпринимателя, по сути, есть возможность переехать сюда, релоцироваться, открыть компанию и иметь такую возможность подхватить свою долю рынка. Прикольно, потому что, например, мне в Аргентине иногда не хватает. Там есть русская доставка, там пельменей, там что-то еще, но узбекской, наверное, нету. Есть грузинская, я точно знаю, но нет вот такого разнообразия, как здесь видишь, реально пакистанские, иранские, любые рестораны, итальянские, я думаю, просто вот так вот. Да. Раз уж мы начали говорить о том, что предприниматели из России, Узбекистана, Казахстана, там, других стран приезжают, открывают здесь бизнесы там, для своих соотечественников, просто на local рынок. Я знаю, что сюда переехало много ребят из России. Что сейчас здесь именно, вот если мы говорим, что это комьюнити как бы вот застройка, да, это район, а есть сообщество. Что с русским сообществом здесь? Много народу, есть ли качественные люди, есть ли ивенты, мероприятия какие-то? Как с этим дела обстоят? Есть, однозначно есть. И все дело, знаешь, от окружения. В каждом, понимаешь, есть в сообществе разный там уровень людей и разный уровень контакта, доверия, твой человек, не твой. Но в целом есть очень много твердых предпринимателей, с которыми я общаюсь. И знаешь, это вот твое, не твое. Вот моего стало очень много, раньше было очень мало. То есть тусовка есть, есть нормальные люди, с которыми как бы пообщаться. Есть очень-очень крутых чуваков, которые и про бизнес, и про ценности, и знаешь, это как пазл. Он либо сходится, либо нет. Вот я свой пазл в Дубае прям сильно нашел. Когда я был, как я уже говорил, в Катаре, я приехал туда, говорю, есть там какие-то люди, какие-то вопросы. Задаю обычные вопросы, да, там типа, где взять машину в аренду? Никто вообще, сообщества нету. Вроде бы есть, там русский в Катаре, чат там, да. но он мертвый. То есть они говорят, приезжай туда-то. Я приезжаю, ни одного русского. В Дубае жизнь кипит, я просто... А здесь кипит. Я вот когда Никита из хедлайнеров, я прилетел, в первый день меня позвал на падл. Бизнес-падл, предприниматели собираются и играют в падл. Ну, прикольная штука, я все хотел поиграть в теннис, никак не доводилось. Там, упрощенный теннис, треть поля, и такая ракетка очень простая. Но мне очень понравилось, что я здесь за 7 дней встретился с большим количеством именно качественных людей, да и просто там друзей старинных, там, интересных людей, чем я в Аргентине встретил за полгода. Но Аргентина только начала, русская комьюнити развиваться, люди только полетели, поехали, там уже есть тоже предприниматели. Но здесь, мне кажется, прям сосредоточение, есть куча чатов. Кстати, подкинешь какие-нибудь, если ты приехал русский, может, и не предприниматель, нас много смотрят ребят, которые работают в найме, или там на себя там в интернете что-то, не прям предприниматели, которые строят бизнес. Но ты приехал, реально заскучал, ты поселился в этой башне. Вот, ты живешь в той башне, но как тебя найти? Есть какие-то чаты, сообщества для обычных даже людей, никто там делает только бизнес. Конечно, очень много чатов. У нас есть свой чат, у нас есть свой новостной бот. Мы там ведем жизнь и бизнес в Дубае, по сути. И туда можно адресовать разные вопросы. Я дам очень много разных моих друзей, которые создали разные комьюнити, сообщества и делятся часто информацией, обмениваются контактами. То есть, очень полезные штуки. Настя, тогда ссылочки, как обычно, будут в описании. Вот. Вообще, кстати, у нас есть гайд. У нас есть гайд по Дубаю. Да, как И вообще мы его продавали, но я думаю, что мы твоим мы подписчикам можем подарить его нашим подписчикам, да. Тогда ссылка на гайд будет тоже в описании. Вообще кайф, спасибо. Мы как раз говорили, что в комьюнити, в этих мини-городах Дубая, прям кипит жизнь, есть даже конференц-залы, ивент-центры. Вон сзади проходит какое-то мероприятие по крипте. Мы просто шли к следующей локации и увидели, как у чуваков проходит конференция, наверное, человек 40 там. То есть даже если ты хочешь здесь какой-то ивент организовать, да, есть вот такие красивые стеклянные бизнес-залы, вот, дальше там комната матери и ребенка, все в одном месте, можешь это организовать, все замутить в одном месте. А мы пойдем на следующую локацию, там будет красиво. Причем мы еще с тобой не поговорили, что важно людям, которые хотят переехать в Дубай. Медицина, наверное? Да. Медицина достаточно здесь дорогая. Соответственно, если вы приехали на турист-визе, ее надо делать заранее. Если здесь уже человек основывается, у него уже резидент-виза,
то тогда сразу же надо делать страховку. Страховка, ну, начинается, там есть, конечно, самые там заглушки, но нормальная страховка от $2000 в год. Самая 200 баксов в месяц, короче, нормально. Да, обязательно нужно это сделать, особенно для женщин, особенно для детей. Почему? Ну почему? Потому что мы-то привыкли панадолом закинуться там и типа Поехали дальше. нормально. Да, вот когда начинается, вот у меня были случаи, когда и жена, и ребенок болел. И это может просто непонятно, неуправляемо сколько стоить. Может просто на очень большие бабки выйти, да? Очень большие. Из-за этого вот это важно. Окей. А что по качеству медицины? Я слышал, что в Дубае построили какие-то супер госпитали, американские, швейцарские. Что по качеству? Есть разное. В зависимости от того, какая у тебя будет страховка, будет уровень качества выше и лучше. Есть и американские госпитали, и немецкие. В целом есть. Есть даже специалисты, которые топовые, могут прилететь, например, из Америки специально на какую-то операцию. Либо, если страховка супер-дупер, она вообще может отправить тебя в Европу, оплатить все расходы. То есть есть хорошие страховки прям, которые покрывают много чего. То есть, если в Дубае что-то серьезное, не дай бог, случилось, то вылечат. Да. Вылечат стопудово. Починят, короче. Ну, и не скажу стопудово. Есть, конечно, и нехорошие госпитали. Вот, В хорошем госпитале при серьезной травме помогут, да? помогут. Стопудово. Как минимум, скорая помощь отработает хорошо. Окей. Смотри, традиционно в моих выпусках про страны хочу спросить, кому точно стоит переезжать в Дубай, а кому точно не стоит, кому не зайдет? Дубай либо заходит, либо не заходит. Я мало вообще знаю людей, которые нейтральные. Они им либо супер влюблены, либо не любят, потому что это пластиковый, потому что нет зелени, нет воздуха, нет чего-то, постоянно нету. И вот если категория человека, которая любит что-то у себя на родине, такие люди есть. И они выбирают вот этот комфорт, тогда Дубай не подойдет. Но если человек привык к городской жизни, любит движ, по сути, вот... Мегаполис стайл. Мегаполис стайл, 100% Дубай подойдет. В Дубае есть и бизнес, и работа. Если сравнивать даже с соседними там какими-то странами, или Бали, да, часто сравнивают Дубай, Бали, Таиланд, азиатские страны, то там вопрос в том, что в азиатских странах, по сути, чувствуешь себя как на даче. Здесь город, Драйв. есть Мотивирует. люди все заряженные, и типа тяжело быть унылым, извини за выражение. Ну да. Да. Понял. Короче, если это ты любишь работать, движуху, драйв, крутые развлечения, то тебе сюда. Вот. Кстати, там принесли местную еду. Сейчас попробуем. То есть тебе сюда. Если ты любишь природу, джунгли, то здесь, конечно, этого не будет. Кому-то будет пустовато. Да, будет не хватать. Но, тем не менее, можно жить здесь, в Дубае, и при этом логистика на весь мир. Да, что в с любую логистикой? точку мира 5-6 часов, 9 может быть. Очень круто. Это центр мира. Если посмотреть на карте, прям вот Логистически очень удачно. логистический хаб между Африкой, Китаем, Европой, Индией. То есть прям идеальная локация, откуда можно в любую страну улететь, и это будет даже дешевле. А мне как раз уже лететь через 3 часа, поэтому на этом будем заканчивать наш выпуск. Друзья, спасибо, что смотрели. Контакты Ахрора и все ссылки обещанные будут в описании. Обязательно прожмите лайкосик и подпишитесь. Ну и пишите вопросы для Ахрора, он придет в комменты, постарается ответить. Всем пока!